Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события на сегодня намечаются и что ожидается от движения доллара, нефти, золота, серебра, рубля и других активов. Так, то, что касается статистики. Сегодня, как по четвергам, обычно число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Здесь, судя по всему, если особо негативного отклонения не будет от прогноза и от предыдущего значения, то рынки продолжат нахождение на хаях и дальнейшее движение ввысь. Далее, сегодня в 15:30 объем экспорта-импорта США. Соответственно, посмотрим, какие выйдут данные, и это тоже фактор, который влияет на курс доллара к другим валютам. Так, потом в 4 часа международные резервы Центробанка Российской Федерации, объем промзаказов в США в 5 часов и вот еще 20:00 выступление Бостик, член ФРС, и потом 22:00 речь Дели. Бостик может повлиять. Так, вот что касается новостной повестки. В ближайшее время в Соединенных Штатах могут серьезно взяться за Google. Посмотрим, как это повлияет на котировки. Но Google уже давно очень активно присматриваются и американские регуляторы, и европейские регуляторы. Но действительно, получается, компания, она по сути монополист. Монополист в поисковике, в предоставлении операционных систем и во многих других сервисах. И особенно здесь сладкий пирог, на котором все это замыкается, это, конечно же, продажа рекламы по всему миру. Так, но если переходить на график Google, то здесь, соответственно, получается, что никаких оснований, по крайней мере, на месячном таймфрейме, пока не предвидится для того, чтобы возник коррекционный откат и тем более значительное снижение. Сентябрь только начался, здесь месячный таймфрейм, он не столь показателен. Давайте посмотрим другие таймфреймы. Если переходить на дневку, действительно, здесь получается такая картина, что Google в принципе уже готов к тому, чтобы хотя бы немножко откатиться на 2500. Соответственно, данное движение, оно может быть реализовано, если возникает коррекционный откат, и этот коррекционный откат пробивает уровень 2820. Соответственно, если вот это движение на фоне антимонопольного разбирательства получит развитие, то можем увидеть, что Google сходит в район 2500. Если здесь пробоя не будет, то все это превращается в консолидацию на хаях и продолжение движения наверх вместе со всем остальным рынком. Так, друзья, далее китайский рынок. Сегодня CSI 300 показывает небольшое охлаждение, совсем небольшое. Вчера и позавчера были очень сильные движения, которые вполне, если никаких нюансов не случится, они могут дотолкать китайский индекс до 5050. Опять же, здесь пока, с моей точки зрения, рано и вообще, возможно, не придется говорить о смене тренда. Какой здесь может быть момент, что Китай пойдет вверх? Его потянут вверх вместе со всеми остальными рынками, которые сейчас надуваются. Но опять же, с Китаем связано ряд моментов негативных. Помимо состояния экономики китайской, это первый и самый важный ключевой случай, который влияет на то, что происходит на китайском фондовом рынке и на стоимость акций. Второй момент – это зарегулированность и все возможные действия, ограничения, вводимые китайским правительством. Но опять же, эти ограничения, они возникают, исходя из ситуации в китайской экономике. И поэтому здесь получается замкнутый круг. Но все зависит на самом деле от второго фактора сейчас в данный конкретный момент времени. Потому что именно ограничение, оно мешает пузырю надуться, потому что капитал он просто боится идти туда, где вводится масса ограничений и где ситуация непрогнозируема. Поэтому китайский рынок в ближайшее время технически может пойти, как минимум на 5050, но я бы не советовал туда вообще заходить. Так, друзья, далее нефть. Бренд дневной таймфрейм, соответственно, у нас получается вчера закрытие было
не очень позитивным, закрылись ниже 71,5. И поэтому сегодня возникают основания для того, чтобы либо была консолидация на достигнутых значениях, либо была попытка все-таки сходить пониже на 68,5, ну, на 66,25. Я думаю, сегодня уже сейчас, ну, вот до конца недели толкать не будут. Но вероятность выхода на 68,5, она с учетом вчерашнего закрытия достаточно велика. Так, друзья, переходя на часовой таймфрейм по нефти, здесь ситуация несколько неопределенная. Я думаю, здесь надо выждать, как вот это движение, начавшееся сегодня рано утром, оно куда приведет. Потому что, с одной стороны, здесь есть разворотная формация, которая должна вести вот сюда, вот на 73,4. Но, с другой стороны, те сделки, которые происходят сейчас, они указывают на то, что пока драйвера, который бы толкнул наверх, его нету. Смотрите, мое видение по нефти на сегодня следующее. Если она сейчас вот в течение 1-3 часа торгуется в диапазоне 71,1, 71,5, то есть не пробивает 71,1 и не уходит на 73 ниже, то, соответственно, вот отсюда у нее дорога на сегодня будет вести на 72,25 к этому значению. Если здесь возникает пробой 71,1, 71,15, то весьма вероятно мы увидим движение в район 74,73, возможно даже и ниже, а то и существенно ниже. Опять же, вот здесь с одной стороны разворотная конструкция, которая должна ее вытолкать наверх. С другой стороны, здесь проблема заключается в том, что те сделки, которые происходят, они указывают на то, что очень активно тарят небольшие игроки и физики. Соответственно, такая структура сделок, она часто приводит к тому, что коррекционный откат, он усиливается. Вот. И по сути, как бы здесь, несмотря на вполне адекватную техническую картину, которая указывает на то, что отсюда должно быть движение сначала сюда, потом выше, сохраняется достаточно высокая вероятность того, что вот этот пробой произойдет и оно посыпется вниз. Поэтому за ней, я думаю, следует 1-3 часа понаблюдать, посмотреть и там уже принимать решение. Если она здесь будет задерживаться, то высока вероятность того, что сегодня уже будет движение на 72,2, 72,25. Так, друзья, далее индекс ММВБ. Давайте посмотрим. Месячный таймфрейм. Меня упрекают, что я его не смотрю. Потому что я, честно скажу, придерживаюсь позиции, что надо конкретные истории смотреть. Сбербанк, Газпром. Либо тот индекс, которым активно идет торговля и на который все ориентируются. В нашем случае это индекс РТС. Как ни крути, это долларовый индекс. Что касается ММВБ, мы с вами видим из месячного таймфрейма, что здесь идет экспоненциальный рост. Очень часто экспоненциальные росты, они даже вот в случае 2020 года, когда корона-кризис разразился, они приводят к тому, что развивается обвал. Вот, собственно говоря, мы это с вами и видим на графике. Даже еще до того, как возник март, уже в феврале произошел разворот и пошло движение вниз. Это неизбежная тенденция, когда вот такой рост экспоненциальный развивается. То есть, когда идет выход за прямую 45 градусов и начинается вот такое вот закругление, завихрение. Здесь вообще, то есть прямая, я не знаю, 60 градусов или даже в совокупности это можно экспонентой назвать. Вот. Такие движения, они всегда неизбежно приводят к тому, что происходит сокрушительный разворот и обвал. Вопрос в том, когда это будет. Но здесь критерий очень простой. Как только ФРС начнет закручивать гайки, сразу развернутся рынки и в первую очередь вполне возможно развернутся emerging markets. Опять же, исходя из динамики движения индекса, такое решение, оно напрашивается само собой, но надо четко понимать, что мир сложный, а стал он еще более сложный. Здесь масса факторов, которые друг на друга сильно влияют. Надо будет смотреть, как вообще в принципе будет сворачивание количественного смягчения проходить. Как они будут резать
скупку актив и вообще будут ли они резать. Сейчас как бы они посмотрят, проанализируют данные и скажут, ну его нафиг, давайте на середину 2022 года отложим, а то все рухнет. Вот. И поэтому уже когда начнется этот процесс происходить, надо будет смотреть, анализировать и думать, к чему это приведет. У нас на повестке дня стоит сентябрь. Я уже обращал внимание, это где-то с 18 сентября по 1 октября. Вот здесь может произойти краш. Ну, не только на российском рынке, но и на других рынках тоже. Много звезд сходится в этом месте. И в этом году тоже очень много. И все предвещает к тому, что должен Армагеддон разразиться. Но есть два момента, которые Армагеддон могут сейчас свести на нет. Первый момент и самый главный, когда многие люди бегают и кричат, что будет обвал, будет конец, это приводит к тому, что эти многие люди, другие многие люди, они открывают короткие позиции. А нет более надежного покупателя любого актива, чем шортист. Он сметает все подряд. Соответственно, в такие моменты, когда все время держится паника, не происходит обвала. Его физически не происходит, потому что все делают ставку на обвал. Соответственно, шортисты кроют свои позиции, которые они открывают. Плюс на деньги идут, на рынок идут деньги, которые ФРС и другие центробанки предоставляют. И на эти деньги так или иначе идет скупка активов. Вот эти два процесса, с одной стороны, то, что ждут обвал и начинают открывать шорты, с другой стороны, приток денег, на которые открывают лонговые позиции. Эти два процесса, они рынок просто обязывают расти там через силу, независимо от того, что творится, что происходит с экономикой и какова суровая экономическая реальность. Поэтому, друзья, индекс ММВБ, вот он сейчас, если мы сентябрь проскакиваем, здесь разворота и обвала не происходит, то он будет двигаться в рамках общей мировой тенденции на рост. Ну, потому что накачивать деньгами будут все подряд, что подвернется под руку. Так, ну и вот индекс РТС, тоже месячный таймфрейм, давайте возьмем. Здесь первая цель движения 1950 и потом переписывание исторического хая 2500. Вот, опять же, здесь, если не возникает никакого цейтнота, вселенского обвала, вот если такая ситуация, как сейчас в августе-сентябре, она остается, ну, здесь самое главное пройти сентябрь, потому что потом там рождественское ралли и так далее, и здесь на 1950, а то и выше могут в легкую тащить. Даже тот же индекс РТС, который с момента 2008 года, он в таком состоянии так и остался, не восстановился. Поэтому ключевое время сентябрь, с моей точки зрения. Если сентябрь мягко проходим, то все остальное, оно должно быть, как говорится, на мази. По крайней мере, до конца этого года. Так, друзья, ну и вот фьючерс РТС, ставлю часовой таймфрейм по опционам. Были там какие-то масштабные ставки на 172 500. Ну, соответственно, в этой ситуации наиболее логично, что фьючерс на индексе РТС протащит в район, ну, наверное, 173 500, 174 тысячи. Если ничего сегодня не произойдет экстраординарного, то вот это вот подтаскивание наверх, оно сегодня обязательно продолжится и попытаются на этой неделе, по крайней мере на этой неделе, выжать из РТС все, что только возможно. Так, друзья, далее золото. Давайте возьмем ММВБшный контракт. Ну, смотрите, часовой таймфрейм, золото в боковике. Сейчас у золота будет цель движения на 1818 и потом тестирование 1820. Потому что неделя подходит к концу. Соты накрутили на прошлой неделе, лонги. Вот, а развития пока что не получило. Поэтому надо выполнять план, пробивать 1820. Ну и хотя бы там скромненько 1841 отработать, что ли. В идеале, конечно, 1862-1864. Но посмотрим, как вот эта вся конструкция, она разрешится.
Опять же, здесь мы видим на этой неделе обозначилось 1802, ну там в зависимости от вида котировки золота на ММВБ 1802, там на СФД на Чикаго 1800, там еще на каких-то площадках тоже в районе 1800. Ну, по сути, краеугольное значение сейчас это 1807. Вот 1807-1806, если его пробития нету, вот эта консолидация со стремлением выйти наверх, она сохраняется и будет золото поджимать и гнать наверх для того, чтобы отработать те цели, которые, я так полагаю, на этой неделе у них заложены. Так, друзья, рубль-доллар, ну смотрите, там вечернее видео вчера мое было, я там детально свое видение по рубль-доллар рассказал, все, что я там сказал в силе. Пока вот эта тенденция, которую я озвучил, сохраняется, что будет сейчас консолидация и попытка отскока. Детально я все рассказал, повторяться не буду. Если вот эта тема интересна, там посмотрите, послушайте. Пока, я думаю, сейчас вот, наверное, боковичок до обеда вот здесь вот где-то будем болтаться. Друзья, все, спасибо за внимание, успешных торгов.